Всем привет! Давно я не появлялся на канале, да и, честно говоря, давным-давно на YouTube не заходил просто даже видосики посмотреть. Все как-то нет свободного времени. Мне уже много сообщений пришло с вопросом, где я там пропал. Писали в Инстаграме, в Телеграме и в других мессенджерах. Кстати, сообщения с Инстаграма я вижу, но ответить на них не могу, потому что он у меня просто не открывается. В Телеграме мне уже написали, что нужно скачать какое-то отдельное приложение, чтобы Инстаграм работал, но пока руки не доходят, да и какой-то такой необходимости вроде бы и нету в Инстаграме. Но, собственно, где я пропал? Ездил на юг, изначально с целью ознакомления с вакансией. Точнее, меня звали на работу именно в конторку, которая занимается постройкой таких вот кастомвагенов. Но в связи с такой вот непростой сложившейся ситуацией, вакансии пока что все закрыты. Но я, получается, просто покатался, попутешествовал, посмотрел города, доехал до моря, и до Черного, и до Азовского, погулял по берегу, по набережным. Но самое главное, испытал автодом. В общей сложности прожил в автодоме больше месяца. Ну и уже есть какие-то понимания, что нужно доделать, что переделать. Я сейчас говорю про всякие мелочи, типа полочки, крючочки, вешалки. В целом, планировка меня вся устраивает. Конечно, появились еще кое-какие идеи, но, скорее всего, уже не для этого фургона. Здесь я ничего глобально переделывать уже точно не буду. Ну а сейчас, получается, вернулся в Самарскую область. Здесь, кстати, у нас еще зима. Нужно помочь родителям с ремонтом. Также буду потихоньку доделывать автодом. У меня еще не готова душевая кабина. Но именно сегодня хочу собрать литий-железофосфатный аккумулятор. Заказывал я его еще в том году, в ноябре. Итак, вот эти долгожданные литий-железофосфатные банки. Весь этот набор я, получается, заказывал еще в ноябре, то есть около 5 месяцев назад. Ну и вся эта электроника пришла практически сразу, а вот сами банки, спустя 3 месяца после заказа они мне так и не пришли. Пришлось в январе открывать спор, вернули деньги, заказал у другого продавца и доставили их практически через пару недель от другого продавца. Сейчас эти банки у меня запараллелены. Кстати, сами банки все прямые, без каких-либо сдутий. Клапана тоже все на месте, без выпуклостей, то есть все банки в порядке. На камере у меня, кстати, линза с большим углом обзора, так что, возможно, будет казаться, что банки кривые, но нет, с ними все в порядке. Так, кроме самих банок были заказаны еще вот такой балансир на 1,5 ампера. Но я только потом уже почитал, что к чему, и, насколько я понял, они особо бесполезны, такие балансиры. Потому что ток балансировки здесь всего 1,5 ампера, и работает он только на зарядке при достижении банки 3,5 вольта. То есть, чтобы он работал, нужна какая-нибудь слабенькая зарядка на 14,6 вольт, примерно на 2 ампера. Ну и, к примеру, вот я заказывал зарядку на 14,6 вольт на 10 ампер. Такую зарядку этот балансир уже не сможет отбалансировать. Хотя эта зарядка не особо мощная. Эти аккумуляторы можно заряжать и зарядками на 50 ампер, а это всего лишь на 10. В общем, балансиры нужны какие-нибудь покруче, подороже, но я надеюсь, что обойдусь и таким вот набором. Ну и, собственно, остается еще BMS-плата, точнее, это даже Smart BMS-плата. Она по Bluetooth подключается либо к телефону, либо к ноутбуку, к компьютеру. И можно в режиме онлайн наблюдать все потребления, либо ток зарядки. Также можно настроить напряжение подключения и отключения аккумулятора. И можно настроить токи балансировки. Да, тут есть тоже встроенный балансировщик, но он там балансирует какими-то миллиамперами. И для того, чтобы отбалансировать разницу между банками в 30%, этому балансировщику встроенному понадобится, наверное, пару недель. Но, в принципе, если аккумулятором не пользоваться, то должно нормально работать. Ну и сами банки у меня 105 ампер-час, общий вес 8,5 килограмм. Запараллелил я их как только получил, то есть уже больше месяца назад. Ну и как я говорил, везде пишут, что перед подключением BMS-платы нужно обязательно отбалансировать все банки, для того, чтобы везде заряд был одинаковый. Для этого каждую ячейку нужно зарядить до 100%. Заряжать можно либо по отдельности, либо подключить плюс и минус по диагонали, для того, чтобы исключить сопротивление перемычек. Но, к сожалению, у меня нет такой зарядки на 4,2 вольта, чтобы заряжать такую банку. Поэтому я их просто соединил параллельно. Но, кстати, пишут, что на литий-железофосфатных банках при параллельном соединении, без подключения зарядки, балансировка между банками происходит прям очень медленно. Но, как я говорил, прошло уже больше месяца, недель, наверное, 5, может быть, даже 6, после того, как я их соединил.
Ну, в принципе, я сейчас подключу BMS-плату, там уже будет четко видно, насколько отбалансированы банки. Ну, если будет большая разница между зарядом, то буду уже искать специальную зарядку для того, чтобы зарядить банки по отдельности до 100%. В общем, сейчас это все буду распаковывать. Я даже еще не смотрел, что там пришло. Пакеты все запакованные. Кстати, по ценам. Балансир, получается, в ноябре покупал около 500 рублей, но не дороже. Сейчас не знаю, сколько стоит. Зарядка на 10 ампер 1500. Сейчас тоже не знаю, сколько стоит. Банки изначально покупал за 8500, но они мне не пришли. Потом деньги вернули. Эти я банки заказал за 10500, 4 штуки. Сейчас эти банки стоят примерно 24-25 тысяч. Тоже 4 штуки на 105 ампер часов. Smart BMS плата со всякими модулями на 100 ампер. Заказывал за 5500, но сейчас, наверное, будет стоить уже около 10 тысяч. В общем, на этот аккумулятор я потратил около 18 тысяч рублей. Но сейчас после подорожания такой набор будет стоить уже от 35 до, наверное, 40 тысяч. А именно, это самые дешевые банки с Алиэкспресса на 105 ампер часов. Потом не самая дешевая Smart BMS плата на 100 ампер со всякими модулями. Зарядка на 10 ампер. Ну и бесполезный балансир. В общем, сейчас распакую BMS плату. Посмотрю, что там пришло. Подключу к аккумулятору. Никакого опыта у меня работы с аккумуляторами нету, кроме как просмотра роликов на YouTube. В общем, как все подключу, все покажу. Ну и надеюсь, что на банках не будет никакого дисбаланса после того, как они больше месяца стоят запараллельные. Вот такая вот Smart BMS плата. С двух сторон у нее получается радиаторы для охлаждения ключей. Видно, что присутствуют термопрокладки. Провода, не знаю, примерно около 6 квадратных миллиметров, по 2 с каждой стороны выходят. Ну, в принципе, тут можно даже прям наконечник на болтовое соединение посадить. Характеристики платы. Получается 4S, то есть это 4 банки, 100 ампер. Но это подбирается индивидуально. Если у вас планируется какая-то большая нагрузка, типа водяного электрического бойлера, индукционной плиты, мультиварка, холодильник, и все это планируется включать вместе, то 100 ампер будет точно недостаточно. У меня же плита и водогрей газовые, ну а для холодильника и для зарядки ноутбука, и для освещения 100 ампер будет вполне достаточно. Дальше присутствуют два термодатчика. Кстати, температуру также можно будет наблюдать в телефоне в режиме онлайн. Ну и сам Bluetooth модуль для соединения с ноутбуком либо с телефоном. И контрольные провода для контроля напряжения на каждой банке. Подключается эта плата по минусу, то есть вот здесь подписано Battery минус. Получается, вот эти два провода подключаются на минус батарейки. А вот это минус идет на потребитель. Плюс на потребитель идет напрямую с батарейки, но обязательно через предохранитель. Также еще нужно подключить вот эти вот контрольные провода. Ну, здесь схема в принципе есть. Но здесь, кстати, они не указали предохранитель. Я считаю, что нужно его прям обязательно поставить. В общем, сейчас все подключу и потом уже покажу, что получится. Чуть не забыл померить напряжение перед тем, как разобрать параллельное соединение. Ну и получается напряжение 3,25. Разобрал параллельное соединение. Кстати, перемычки вот эти вот 4 штуки были в комплекте. Также гайки, шайбы. Вот эти две перемычки это я сам уже изготовил для того, чтобы сделать параллельное соединение. Но для последовательного соединения, чтобы получить отсюда 12 вольт, этих 4 перемычек будет достаточно. Конечно, здесь хотелось бы немного большего сечения. При больших нагрузках, скорее всего, будут на них большие потери. Но, в принципе, у меня большие нагрузки не планируются. Пока соединю этими перемычками, это медно-луженые. Но, возможно, заменю их потом в дальнейшем. Сейчас нужно припаять вот эти вот наконечники к контрольному проводу. Для этого у меня здесь все есть. Сейчас соберу здесь последовательное соединение, припаяю наконечники, ну и подключу BMS плату. Для того, чтобы собрать последовательное соединение, просто разворачиваем две банки. И накидываем перемычки.
Между банками я потом придумаю какой-нибудь изолятор. Но сейчас пока что соберу для теста. То есть всего будут использоваться 3 перемычки. 4-я будет в запасе. И сюда же нужно подключить контрольные провода на плюсовые выводы. Как подключить контрольный провод к батарее? Получается, красный проводок — это общий плюс батареи. Подключается на свободный плюс батареи. Второй проводок, белый рядом с красным, подключается на второй плюс. Третий проводок, тоже белый, подключается на третий плюс. 4-й проводок подключается на 4-й плюс. И 5-й проводок, он черный, он подключается на общий минус. БМС-плата подключается к общему минусу батареи. Я пока подключил один провод, для проверки это будет достаточно. Здесь я позже обожму наконечник. Вот типа такого, прям 2 провода в один наконечник. Но только мне нужен на 6 мм, потому что эта 8-ка будет здесь болтаться. Ну и теперь, когда контрольные провода подключены, минус БМС подключен к общему минусу аккумулятора, теперь нужно подключить вот этот вот штекер контрольных проводов к БМС-плате. Ну, сейчас на всякий случай померю общее напряжение аккумулятора. Так-то, конечно, ничего не должно было бы измениться. Ну, 13 вольт. Пока что все в порядке. На всякий случай сниму этот момент. Если что-то жахнет, то хотя бы можно будет продавцу показать. Bluetooth модуль моргнул. Наверное, можно подключаться уже к БМС-плате. В общем, что-то эта БМС-плата никак не хочет подключаться к телефону. Уже несколько приложений разных скачал. Здесь вот название есть. Ну и вот она получается. Xiaoxiang BMS. Соединение отклонено абонентом. Ну, наверное, уже завтра буду разбираться. Сейчас стою в поле. Уже на улице стемнело. Провода вот эти я позже обрежу по месту, когда установлю уже БМС-плату. Ну и припаяю сюда все эти наконечники. Ну а пока, наверное, все это разберу. И завтра буду разбираться с этим Bluetooth модулем. Итак, нашел рабочую версию приложения. Вчера я его скачивал с Play Market, и почему-то оно не запускалось. Также BMS-плата у меня никак не хотела подключаться к телефону. Вот это приложение я уже сегодня скачал с какого-то сайта. Установил, запустил. BMS-плата сама автоматически подключилась к телефону. Приложение запросило какой-то пароль. Я ввел от 1 до 8, но показал, что должно быть 6 символов. Ввел от 1 до 6, и сразу же все подключилось. Ну и здесь мы видим остаточную емкость. 14% показывает. Но я так понимаю, это примерная расчетная емкость, потому что никаких параметров я пока что еще не вводил, только что подключился. Ну и также здесь можно видеть температуру, я так понимаю, с этих вот датчиков. Потом ток потребления. Ну, сейчас ничего не подключено, все по нолям. Также более подробная остаточная емкость 13,99 ампер-час. Напряжение общее всего аккумулятора получается 12,96. Потом напряжение банок 3,24. И разница между банками получается 0,4 вольта. Также можно более подробно посмотреть статистику по банкам. Ну и здесь получается самая просевшая банка, вторая, на ней 3,240 вольта. А самая заряженная получается четвертая, на ней 3,244 вольта. Ну и разница между ними 0,04 вольта, как и показывает на главной странице приложения. Пока я еще не знаю, насколько все это критично, но попробую зарядить аккумулятор. И если бы какая-нибудь из банок будет быстрее всех заряжаться и будет отключаться зарядка, то придется балансировать банки отдельно. Ну и также в приложении можно посмотреть очень большое количество данных об аккумуляторе. Все это наблюдается в режиме онлайн. Можно посмотреть графики по каждой банке. Также можно посмотреть, сколько было коротких замыканий, отключений по перезаряду, переразряду. Ну и очень много всяких параметров. Все это можно отдельно настроить.
Сейчас вот загрузятся настройки. Всего получается 58 параметров. Ну и здесь вкратце могу показать первый параметр. Это порог отключения по высокому напряжению при зарядке. То есть если при зарядке одна из банок достигнет напряжения 3,65 вольта, то аккумулятор полностью отключится от зарядки. И подключится он только тогда, когда напряжение упадет до 3,5 вольт. Задержка при этом будет 2 секунды. Это вот третий параметр. Четвертый параметр — это отключение аккумулятора при низком напряжении. То есть если одна из банок достигнет 2,5 вольт, то аккумулятор также отключится от потребителя. И подключится он только тогда, когда на банке напряжение восстановится до 2,5 вольт. Задержка опять же 2 секунды. Ну и очень много здесь параметров, всего получается 58 штук. Я здесь пока что менять ничего не буду, не вижу смысла, так как все уже настроено под литий-железофосфатные банки. И, кстати, здесь можно выбрать тип аккумулятора в четвертой вот вкладке. То есть можно выбрать полимер нормальный, полимер light, литий-железофосфат нормальный и литий-железофосфат light. При выборе какого-либо типа аккумулятора меняются все параметры. То есть вот, к примеру, сейчас первый параметр 3,65 вольта. Ну, если выберем полимер, то уже 4,25 вольта. Ну и также все остальные параметры тоже подстраиваются под полимер. Но у меня литий-железофосфат, поэтому выбираю литий-железофосфат Normal. В общем, сейчас проверю зарядку. Подключается она так же, как и нагрузка. То есть минус к черному проводу через БМС, а плюс напрямую к аккумулятору. Так, зарядку подключил. Ну и здесь в приложении, надеюсь, что какой-нибудь ток зарядки покажет. Ну и подключаю зарядку в розетку. В зарядке заработал кулер. А вот здесь показывает, что 5 ампер идет. 5,2. А зарядка у меня, кстати, на 10 ампер. Ну, кулер как будто еще и разгоняется там. Ток зарядки пока что 5,2 ампера. Напряжение аккумулятора поднялось, уже 13,25 вольта. Ну и сейчас посмотрю, сколько по банкам. Мне пока что не совсем понятно, как оно здесь все работает, но почему-то две банки моргают, а вот эти просто светятся зеленым. И на одной банке уже практически 3,4 вольта. Ну вот, уже 3,4. И загорается буква B, то есть, я так понимаю, это сейчас происходит баланс этой банки. Но это пока не точно. Ну, вроде бы на второй банке потихоньку напряжение падает. Оставленное на какое-нибудь время, на пару часов. Ну и посмотрю потом по графикам, как они заряжались, эти банки. Итак, прошло около 6 часов. На зарядку я аккумулятор поставил, получается, в 11,45. Ну и тут вот есть три графика. Получается, голубой — общее напряжение аккумулятора. То есть в 11,45 это было около 13 вольт. Оранжевый — это остаточная емкость. Было 14% в 11,45. Ну и зеленый — это получается ток зарядки. Как только подключил, было 5,4 ампера, потом 5,5 ампер, ну и 5,6 далее идет. Дальше в 12,44 я отключил телефон от БМС платы. Ну и, насколько понимаю, отслеживание не производилось. И получается, сейчас подключился в 17,40. Видно, что остаточная емкость выросла до 46,6%. Напряжение аккумулятора выросло до 13,5 вольт. Ну а ток зарядки примерно такой же, около 5,5 ампер. По банкам. Изначально вот эти две банки, вторая и четвертая, они немного вырывались вперед. То есть у них напряжение росло быстрее, чем на первой и третьей. Но сейчас получается наоборот. На первой и третьей напряжение больше, чем на второй и четвертой. Видимо, балансир, встроенный в БМС-плату, справляется с 5 амперами. Ну и на данный момент остаточная емкость 48%. Думаю, оставлю еще на 5-6 часов. Вечером приду, посмотрю. Но, в принципе, сейчас видно, что ни одна из банок вперед не врывается. То есть балансир вроде как справляется с этой зарядкой. Так что оставляю до вечера. Посмотрю позже еще раз. Прошло еще 3,5 часа. БМС-плата на данный момент отключила
зарядку из-за высокого напряжения ячейки. По графику можно посмотреть, что ячейка достигла 3,65 вольта. При этом также видно, что БМС-плата отключила зарядку. То есть вот было 5,15 ампера, потом 4,93 ампера. Ну и резко зарядка упала в ноль. То есть БМС-плата отключила эту зарядку. В общем, хорошая новость в том, что БМС-плата работает по высокому напряжению, то есть перезаряда точно не будет. Но есть и плохая новость, она заключается в том, что одна ячейка убегает вперед, а именно вот третья ячейка. Она была заряжена до 3,65 вольта, при том как остальные ячейки были заряжены всего лишь до 3,4 вольта, то есть разбежка уже в 25 соток. Эта разбежка очень большая для литий-железофосфатных ячеек. Получается, что одна ячейка, третья у меня заряжена до 100%. То есть из-за третьей ячейки я не могу зарядить остальные три ячейки. И теперь мне придется их заряжать как-то по отдельности. Решил попробовать сбить заряд с той ячейки, которая была заряжена на 100%. Нашел у себя вот такой вот погруженный насос. Я его брал для заправки баков. Ну и сначала подключил клеммы вот к этой ячейке. И получается, напряжение начало падать на второй банке. Перекинул клеммы на соседнюю ячейку. Ну и сейчас напряжение падает с той именно ячейки, которая была заряжена на 100%. То есть ячейки тут считаются от минуса. То есть это получается первая ячейка, вторая, третья и плюсовая это четвертая ячейка. В общем, сейчас хочу попробовать сбить заряд с этой банки, для того, чтобы зарядить остальные. Потому что найти какую-либо нагрузку в деревне это намного проще, чем найти специальную зарядку для того, чтобы зарядить ячейки отдельно. Конечно, насосом сбивать заряд я буду очень долго, надо найти, наверное, какую-нибудь более серьезную нагрузку. Но сейчас вот потихоньку заряд уже падает, упал до 3,4 вольта, а был 3,65 вольта. Так, пока время появилось, прошло уже 5 дней после того, как я подключал БМС-плату. Аккумулятор я проверил, то есть полностью зарядил, потом разрядил, снова зарядил. Одну ячейку мне пришлось балансировать вручную. Балансировал вот такой вот лампочкой 12-вольтовой. От 3 вольт она тоже горит. Правда, не сильно, но самое главное, что потребляет какую-то энергию. Сначала подключал на 10 минут, но толку не было, одна ячейка все равно сильно убегала вперед. Потом подключил на полчаса, уже стало лучше. Ну и еще потом несколько раз подключал, наверное, минут по 5. Также другие ячейки уже начинали подходить к верхнему напряжению, к ним подключался по несколько секунд. Ну и таким образом мне удалось зарядить все ячейки до 3,6 вольта. То есть разбежка была там в 2 сотки, две ячейки у меня были по 3,65, одна 3,64 и 3,63, кажется. То есть разбежка в 2 сотки, я думаю, не такая критичная. Ну и после этого я подключил нагрузку, две вот таких вот лампочки. Ток потребления был около 7 ампер. Разряжались они в течение 12 или 13 часов. В общем, БМС-плата показала емкость аккумулятора 95 ампер-часов. Ну, возможно, еще как-то можно будет раскачать эту емкость. Но я думаю, что 95 ампер-часов это хороший результат, потому что почитал по отзывам вот этих вот ячеек. У кого-то получается и 80, у кого-то 85 ампер-часов, и они потом еще как-то раскачивают до 90. Но у меня получилось 95 ампер-часов. Ну и думаю, можно сделать вывод, то что я подключал все ячейки параллельно на месяц, даже больше месяца. Толку от этого было мало, либо совсем не было. Ячейки все равно не отбалансировались. Одна ячейка вырывалась вперед, не знаю на сколько процентов, но условно говоря на 20%. То есть в этих трех ячейках было по 80% заряда. И при подключении нагрузки здесь они быстрее бы заканчивались, то есть БМС-плата отключала бы по низкому напряжению весь аккумулятор, а в одной ячейке оставалось бы 20% заряда. Таким образом, получается, что без балансировки я бы не смог пользоваться всем потенциалом этого аккумулятора. Так что перед подключением БМС-платы нужно обязательно балансировать ячейки по отдельности. Но для этого нужна либо специальная зарядка, чтобы зарядить ячейки по отдельности, либо хорошие дорогие балансиры, которые выйдут по стоимости как еще одна хорошая БМС-плата. Ну, либо балансировать любой нагрузкой вручную. В принципе, я думаю, что у меня неплохо получилось. Сейчас ячейки разряжаются и заряжаются одновременно. Дальше буду собирать для этого аккумулятора корпус. Между ячейками, кстати, проклеил еще вот такие полоски линолеума,
Потому что корпус этих ячеек — это плюсовой контакт, и защищен он всего лишь тоненькой синей пленочкой. Если эта пленка где-нибудь перетрется, ячейки будут замыкать друг на друга, то все это закончится не очень хорошими последствиями. Корпус для этих ячеек хочу сделать из такого вот ПВХ пластика толщиной 8 мм. Ну, это здесь ванную комнату обшивал, все это остатки. Сейчас уже вырезал по размеру ячеек. Соединять буду вот такими вот уголками и надежно скреплять обычным скотчем. Потом нужно будет подключить все провода. Кстати, контрольные провода я уже обрезал по размеру. Также на эти контрольные провода нужно еще обжать наконечники. Кстати, купил еще вот такой вот набор. В комплекте здесь несколько матриц для всех типов наконечников. Ну и инструмент для зачистки проводов до 10 квадратных миллиметров. В общем, сейчас его испытаю как раз на этих вот наконечниках. Гидравлический пресс уже испытывал, когда подключал инвертор к AGM аккумулятору. Ну и здесь он тоже пригодится. Уже сделал, кстати, вот такую вот плюсовую клемму. Плюс у меня пойдет через предохранитель. Предохранитель закреплю прямо на корпусе аккумулятора. И отсюда плюс пойдет уже на переключатель. Минусовую клемму тоже здесь немного усилил, то есть добавил 10 квадратных миллиметров провод. Нужно будет его еще припаять. С этой стороны вывод тоже нужно будет добавить 10 квадратных миллиметров. Ну и скорее всего еще придется удлиниться. Для этого у меня есть вот такие вот гильзы. В общем, сейчас все это соберу, ну и покажу, что получится. Ну что ж, инструмент рабочий. Правда, вот эти контрольные провода слишком тоненькие для этих наконечников. Сюда надо хотя бы 1,5 квадратных миллиметра. А эти провода, наверное, 0,5 квадратных миллиметра. Но все равно это намного лучше, чем я вот здесь у себя все наконечники зажимал плоскогубцами. А на всякий случай еще пропаяю. Итак, аккумулятор, можно сказать, готов. Провода все подключены. Предохранитель закреплен. Термодатчики установил между первой и второй ячейкой и между третьей и четвертой ячейкой. То есть чисто теоретически они замеряют сразу температуру на всех 4 ячейках. И, кстати, на БМС-плате можно выставить рабочий диапазон температур. То есть, к примеру, выставить от минус 10 до плюс 40. И если на одном из датчиков температура выйдет за эти пределы, то БМС-плата отключит либо нагрузку, либо зарядку, в зависимости от того, как настроить. Остается мне здесь обжать минусовой вывод. Кстати, вот тоже добавил 10 квадратных миллиметров. Ну и обожму 3 провода сразу в один наконечник. Плюсовой вывод уже здесь пойдет с предохранителя на переключатель. Так что здесь все готово. Ну и останется закрыть только все это крышкой и залепить все это скотчем. Ну и сам корпус. На вид, наверное, получился какой-то колхозный, но мне главное функционал. БМС-плату я тоже хотел сначала закрыть всю пластиком, но по идее она должна хорошо охлаждаться, поэтому куда-то пихать ее глубоко внутрь, наверное, не стоит. Пока что оставил так. По идее аккумулятор у меня будет установлен и надежно закреплен в ящике со всей электрикой. Вся электрика там также надежно закреплена, ничего не болтается, так что БМС-плате ничего не угрожает. Устанавливать и подключать этот аккумулятор я буду после того, как подключу солнечные панели. Но, наверное, добавлю отдельное видео, потому что и так уже наснимал слишком много про этот аккумулятор. Наверное, получится слишком длинное видео. Ну и я ни в коем случае не говорю, что это инструкция, как нужно делать. Я просто делюсь опытом, как это сделал именно я. Ну и если есть какие-то идеи или замечания, может быть, что-то нужно доделать, либо я допустил какие-то ошибки, то пишите в комментариях. Ну а дальше уже будет видео про солнечные панели.